здрасте. Если вы меня видите и слышите, можете поаплодировать. Да, вы не переживайте, вы не сошли с ума, это, вы не пришли в автошколу. Если что, да, я сейчас не просто автоинструктор, я просто там работаю, вот. Об этом поговорим чуть попозже, если что. Просто презентация корпорации автошкол. Спасибо, что пришли. Сейчас буду рассказывать, как получить права, как ездить, сдавать, можно ли поворачивать налево, если стрелка направо, и сюда идет вещь. Да, я получаю каждые 10 гривен с просмотра видео, где есть мое худи, поэтому смотрите побольше. Так, ребят, сегодня мы рады, во-первых, вас видеть. Кто мы? Я Денис Морозов и Александр Серин. Давайте поаплодируем. Да, нам будет приятно. Да. Кто-нибудь из вас был уже на шоу «Диван»? То, что сейчас, собственно говоря, происходить будет. Ты была? Когда-то было. Когда-то была. Или тебя не было? Диван там. Не было. Квартирник, диван. Просто в мебельном было, правильно? Нет, это квартирник, Видела диван там? диван там стоял. Просто стоял диван. Просто стоял диван? Просто стоял диван. Во-первых, шоу заключается в том, что это юмористически-терапевтическое шоу. То есть вы рассказываете нам о каких-то проблемах, а нам светят в глаза фонари, и мы не видим вообще, кто это делает. А во-вторых, мы предлагаем вам юмористические решения. Иногда даже толковые. Иногда толковые. И практические, да. С вас 5000 будете говорить? С вас 5000? Нет. Подождите, у психологов такие тарифы? Или по 2500 на психолога типа считается? Где-то так. Вот. Такое будет шоу. Вы уже испугались от того, что я рассказал, как будет сегодня все происходить? Не, мы ничего не поняли. Налейте еще. Подставной человек сидит. Да, это наша знакомая, она всегда так говорит. Касательно любовь. Когда корпорация автошколы рассказывает ей правила, это же мы ничего не поняли. И он более доступен. Мы там тоже ничего не поняли. Да, понятное дело. Вот. Поэтому, еще раз, вам нужно будет рассказать какую-то проблему, свою, любую. Может, проблему друга. Вот нам это рассказывали, чтобы вам было понятно. Однажды приходил мужчина, сказал, что он не знает, как выплатить алименты, не выплачивать алименты. Не знаю, как платить алименты? Уже долг 10 лет. Как платить алименты? Ни хера не знаю. Поэтому и долг, потому что не знаю, как платить. Была девушка, которая сказала про подругу, которая все время мутит с таксистом и не знает, как помочь своей подруге, чтобы та перестала с этим таксистом мутить. С одним и тем же или сразу? Да, она все время с ним сходится. Мы говорим, так пусть заказывает другого, говорим ей. Что она? С моим таксистом мутит? Нет, не с вашим таксистом. Да. Мой таксист. Вот, ты тоже мутишь с таксистом, получается. Сейчас мы решим твою проблему. Что еще рассказывали? Одна рассказывала, что хочет бросить курить, но не может, потому что тогда ее бросит муж. Такие абьюзивные отношения. Самый эпичный человек был, который пришел, ему 38 лет было, он пришел на днюху свою к нам, это было летом, и он говорит, что он добился пика в своей карьере. Внимание, он работал гловером. Он сказал, что он работает в большой, крупной логистической компании. Да. Оказалось, доставщик в Гловы. Но вообще, на самом деле, он сказал... Сделал, да. Нет, но самое интересное, что он сказал, что это пик его карьеры, понимаете? Ему нравится. Да. И это печально. Да. Так он и сидел грустный, вы понимаете, в чем дело? И то, что он прям такой, о-о-о-о-о, смотрите на это стоптанные ботинки, знаете, где я их топтал? Не, такая вот работа была у человека. То есть ситуации абсолютно разные. Был какой-то тип, которого девушка уехала 2 года уже, он говорит, мы вместе, уехала не за границу, в Карпаты, он здесь, а он живет почему-то в фотостудии, Порно. в порно-студии живет, да. Вот, непонятно почему. Вот. Поэтому можно сказать абсолютно разные проблемы, абсолютно. Или вот девушка приходила, говорила, что взялась провести, она ходит на пол-дэнс. Знаете, что такое пол-дэнс? Не знаете, что такое пол-дэнс? Танцы на полу, понятно же. Это на шесте. Но это не стриптиз, типа, просто пол-дэнс, типа. Вот. И она ходит танцевать в, не знаю, это можно назвать секцией. Сектой. Секты, это секта пол-дэнсеров. И она танцует. К Егову ходит. Да. И там книжка есть, Сторожевая башня тоже. Бога видели, покажи, Хочешь танцую. Хочешь танцую. Вот. И она взялась проводить, там вызвалась провести новогодний корпоратив, а потом говорит, я
типа протрезвел и не хочу уже. Вот. Ну, вот такая ситуация. Потом можно абсолютно разные вещи рассказывать. Так. Все этим людям помогли? Да. Мы предложили им юмористический вариант Они решения. выздоровели. Они выздоровели. Да. И больше не ходят, видите? Вообще не Обратите внимание, что ползона не пришло, это те, кому мы помогли. Да, да. Вот, девушка, вот, пожалуйста. А, вот же, да, девушка пришла. А мы вам Я ей помогали? помог, Ты ей помог, я ей да. помог, я Да. помог человеку, да. Это тоже подсадной человек наш. Или проблемный просто. Смотрите, я ей помог, у нее раньше были друзья, теперь она одна пришла. И вокруг нее никого нет. Да, мы ей посоветовали сменить круг общения, я помню. Да. Чтобы разбогатеть. Вот она сменила.